где можно плавать с черепахами прямо у берега, кататься на велосипеде по острову без машин и встречать закат под звуки живой музыки. Добро пожаловать на Гили, место, где время останавливается. В этом видео я покажу тебе, как добраться до острова, где лучше остановиться, где искать черепах и какой из 3 Гили выбрать именно тебе. Ну что, поехали! Итак, новые путешествия на остров Гили Траванган. Мы приехали пока на порт, и оттуда мы выезжаем туда. Будем 2 ночи, 3 дня. Оставляем машину здесь на парковке. Сутки стоят 50 тысяч. Чекин сделали, клеим такую вот штучку. Куда мы едем? Есть 3 острова Гили. Мы едем на Траванган. Траванган. Потом одеваем на шею такую. Это твоя? Спасибо. Твоя. Давай я тебе с вас наклею. На меня? Да, на самом Окей. Да, и вот такие у нас посадочные. Посадочные билеты. Сейчас будем... Здесь у нас чекин. No luggage. Все, дальше идем. На острове Траванган интересно, что нету транспорта такого на машинах. На машинах нельзя, да, по-моему, туда? Там лошадь и велосипед. Да, то есть туда на машине ездить нельзя. Только лошади, велосипеды и пешком. Остров небольшой, Но тусовочный. но тусовочный. Будем новый экспириенс. Он отличается, конечно, намного, чем Бали тот же самый. Будем лежать, отдыхать, пить кокосики целых 3 дня. Билет туда-обратно от 25 до 40 долларов. Зависит от сезона и оператора. Ехать на пароме около 1,5 часов. И мы будем на другом острове. Здесь можно купить по дороге всякие снеки, воды. Это другой порт, который не Самуровский, он чуть поменьше, но людей не меньше. Бронируй билет заранее через проверенные сайты или агентства на Бали, так дешевле и спокойнее. Холодно. Анарчик? Что? Что взять теплое? Да, холодно. У меня есть еще рубашка, да, тебе? Да, дам сейчас. Сейчас мы плывем в сторону Гили. И вроде бы все красиво, лазурное море, ветер в лицо, ощущение приключения. Но в голове все равно немного щелкает. Знаете, с начала 2025 года здесь произошло несколько серьезных происшествий. Лодки тонут, людей выбрасывают за борт. Это не то, чтобы запугать, а просто напомнить, море не игрушка. И вот что я точно советую. Проверяй компанию заранее. Не ведись на дешевле на месте. Носи спас-жилет. Даже если никто вокруг не носит. Особенно если умеешь плавать, ты не бессмертный. Сиди с подветренной стороны и держись крепче, если волны. Следи за погодой. Иногда лучше подождать лишний день на берегу, чем оказаться в шторме посреди пролива. Ну что, мы приехали на остров Гили. Ехать было всего лишь 1,5 часа. И сейчас будет пришвартовка. И будем уже высаживаться. Гили – это архипелаг из 3 маленьких островов у побережья Ломбока. Гили Траванган – тусовки, серфинг, бары и вечеринки. Гили Аир – микс уединения и цивилизации. А вот Гили Мено – романтика, тишина, почти безлюдные пляжи. Машин здесь нет. Вообще. Только велосипеды, лошадиные повозки и твои ноги. Такой атмосферы я не встречала больше нигде. Где жить и сколько стоит?
На Гиле Траванган легко найти жилье под любой бюджет. Бюджетные гестхаусы от $10 за ночь. Милые бунгало у пляжа $20-30. Виллы с бассейном от 80 и выше. Если хочешь тишины, селись подальше от главной улицы у гавани. А если любишь движение, наоборот, ближе к центру. Все, заселяемся в гостинице, при которой есть дайв-центр. Называется она Кисуна. И она прямо на берегу. И вот на этой главной улице от порта всего лишь 2 минуты. Мы заселились в гостинице. Сейчас будет мини-рум-тур. У нас вид такой. Прям на первую береговую линию. С видом прям к морюшку. Кроватки. Тахмина, привет. Так, и уборная. Ну, уборная чистенькая, маленькая, небольшая. Все есть. Полотенце. Ой, ну, вид чего стоит. Сейчас направляемся на пляже, который недалеко находится от гостиницы, в котором можно будет отдохнуть, полежать. Ну, чуть-чуть хаотичное движение. Здесь велосипеды, люди, лошади, кони. Все смешалось. Поэтому чуть идешь и все время назад оглядываешься. Вот мы сейчас решили попить кофе, потом мы становимся на пляже. Че, как понравился САП? Очень, я еще хочу. Кайфанулась? Да. Я тоже хочу еще. Его еще на ту сторону. Да, надо на подольше. Мы покатались на САПе по полчаса примерно, заплатили 100 тысяч рупий, это где-то 3000 тенге. Но у нас кэша нет, сейчас пойдем снимем, может еще покатаемся. Здесь САПы, конечно, не первой свежести. Они такие большие, уже ушатанные. Также можно на каяке покататься. Тоже, наверное, примерно 200 будет в час. Ну, из, так скажем, развлечений здесь не так сильно дорого и адекватная цена, потому что здесь это все можно делать, потому что нету сильных волн. И это на самом деле круто, потому что можно спокойно поплавать, а не так, как, например, на Бали, где очень-очень сильное течение и практически плавать невозможно. Но вода прям красота, посмотрите. Остров Гили известен своими тусовками. Здесь проходят буйные вечеринки, и за счет этого в гостиницах завтраки подаются до 3 дня. Чтобы вы понимали, до 3 дня можно позавтракать, потому что все тусуются и просыпаются очень поздно. И мне кажется, это единственное место в мире, где завтраки так допоздна подаются. Ну, вот эти бары, сейчас вам покажу пример. Это вот сейчас днем. Я уверена, ночью все вот эти места, они будут заняты. Потому что на самом деле очень много туристов, они все собираются в этих барах. И будет тусовка ночная. Ну, мы посмотрим, потому что завтра утром у нас снорклинг. И проснуться раньше желательно, чем и лечь пораньше. А сейчас мы идем к закатику, на другую часть острова. Идти туда примерно 25 минут. Здесь уже более такие облагороженный пляж. Все так чинно-благородно. Прям такой песочек насыпали. Это все не натуральное. Сейчас посмотрим, какой там пляж. Пляж очень такой мелкий. Как мы видим, просто прийти, поваляться, полежать. Да, это какой-то насыпной, что ли. Выглядит не очень естественно. Да, здесь прям мель. Для деток, наверное, хорошо.
Еще одна вещь на Гиле, что необходимо иметь кэш. Я, как всегда, выехала без кэша, поэтому нужно его снять желательно заранее. Здесь есть банкомат прямо напротив порта Мандири. И здесь можно без проблем снять. И у них хороший всегда рейд. Люди тут занимаются йогой. Посмотрите, какой шикарный вид. Это, я считаю, одним из лучших тоже опытов. А так, до сих пор идем на пляж. Мусора дофига. Все лежит. Не очень ухоженно. Все бесхозно. Здесь тусовки уже начались потихоньку. Ну, блин, очень красивый закат будет сегодня. Да, красота ожидает нас. Смотрите, мы пришли в место. Очень красиво. Все здесь в ожидании заката. Закат там. Но сейчас можно увидеть, что из-за облаков не видно, к сожалению. Но очень красивые тона. Вот этот чувак только что нас разогнал, чтобы мы не мешали вот этим белым людям смотреть закат. Потому что мы смотрели, а его как такового уже, блин, не будет. Но, блин, красиво просто. Просто вот эти цвета, которые можно увидеть. Просто это нереально. Сейчас покажу. Бора-Бора Сансет находится на западном побережье, ближе к югу. Это место, где закат встречают с бокалом в руке и босыми ногами в песке. По вечерам здесь часто играет чилл-хаус, регги или живой джем на барабанах. Простые деревянные столы, костры на пляже и фаер-шоу. Совет: приходи за 30-40 минут до заката. Теперь пройдемся по ночному Гиле Равангану. Весело. Как? Не особо весело. А вы сейчас сами все увидите. Hello, yes, Scallywags. Dinner. Здесь концепт еды такой, что можно заказать себе несколько блюд мясных, да, и на гриле поджарить, так скажем. И у нас вот такой вот ужин: мясо, креветки и рыба. И получается немножко овощей. Что, как вам ужин, девочки? Вкусно? Нравится? Здесь еще есть салат-бар, ну там так себе. И там морюшка, здесь улочка. Приятного нам аппетита! На следующий день у нас был запланирован снорклинг, поэтому мы пошли в гостиницу отдохнуть и набраться сил к завтрашнему снорклингу. Сейчас время 7:55, мы выезжаем на плавание, на снорклинг. У нас сейчас завтрак. Ждем, пока позавтракаем. И прям отсюда можно увидеть здесь лодки. Нас заберут прямо отсюда. Че, как, девочки? Ждете? У меня индийский завтрак. Да, здесь индийский завтрак. Здесь у меня чиа-пудинг с фруктами. Тут мы ждем скрэмбл egg. Сам прошел.
in Gili Meno more nice beach. So you want Gili Air too, or just to Gili Meno? We want to see Gili Air because we want to know in future we want to go there to stay overnight or not. Still possible Like this week. not so much because Yeah, maybe we just drink something there. We no need to eat. because you book for 2 hours. If you want extra, if you more in 2 hours, we take extra 250 for 1 hour. 1 hour, yeah? Yeah. Okay, let's see how it goes. Yeah. Okay, are you ready to go? Yes. Далее ласты, выдвигаемся на лодку. Здесь станция базовая в ночном базарчике. Сейчас идем уже к лодке. Будет снорклинг в 3 местах. Посетим статую, велосипед так называемый и черепах увидим. И плюс, получается, к черепахам мы... Этот остров кошек. Да, История Стамбульская. из-за того, что мусульмане. Окей. Все, здесь получается порт, с которого мы приехали, и отсюда и забирают. А все благодаря этой женщине. У нее сегодня день рождения. Поздравьте ее. Это мой партнер in crime по путешествиям и не только. Приятно познакомиться. Вы все видели Тахмину в моем выпуске про Исландию. У нас было головокружительное роуд-трип. А сейчас мы на ее территории в Юго-Восточной Азии. Моя территория. Опыт снорклинга на Гиле – это как нырнуть в живую открытку. Прозрачная вода, яркие кораллы, рыбы всех цветов радуги и, главное, черепахи. У нас будет приватная лодка на 4 часа. Отъезжаем с этого красивого порта. Обычно такие туры стоят 100-150 тысяч рупий. Это примерно 6-10 долларов, включая маску и ласты. Друзья, не забудьте поставить лайк, оставить комментарии под этим видео и поделиться своими ощущениями, как острова Гили, понравились ли они вам или нет. А аренда приватной лодки стоила около 1,5 миллиона рупий. Это примерно 90 долларов. И честно, оно того стоило. Без суеты, без толпы, без очередей в воду. Мы сами выбирали, где остановиться и насколько. Первый пункт назначения – это остров Мено, Гили Мено. Здесь есть статуя, точнее, в круговую, затопленная под водой. И многие люди, здесь очень много, человек, наверное, 30, сейчас снорклят там. Можно увидеть. Сейчас мы тоже спустимся. Мы сейчас тоже спустимся и поснорклим там внизу. Лицо после снорклинга выглядит вот так вот, когда ты был отекший, ведь у меня все лицо в ссадинах. Смотрите, очень красиво, много интересной красивой рыбы. Там была такая рыбка-губка, что ли, я не знаю, но она такая красивая, там желтого, синего, фиолетового, разных цветов. Статуя тоже красивая, она впечатляющая, но у меня не получилось нырнуть, как бы я ни хотела и как бы я ни пыталась пару раз. Один раз даже я потеряла ласту, мне ее нашли, другой чувак нырнул за ней и вытащил мне ее. Вот. Хоть послушаем. Хорошо, что записываешь. И там, но нереально большое количество людей, поэтому, наверное, надо приезжать в 6 утра, чтобы было больше людей. Следующая остановка – Turtle Point. Посмотрите, какая красивая вода. Мы обсуждали, что вода как будто на Мальдивах, а теперь можно поехать на Мальдивы и сказать: вода как на Гиле.
Сейчас мы будем снорклить вместе с черепахами. Здесь я вижу песок почему-то под водой. Очень много пены. Ну, пена, скорее всего, от лодки. Все, едем снорклить. Точнее, плывем снорклить с черепахами. Настоящие, большие и грациозные. Они просто плывут рядом, не пугаются, как будто привыкли к нам, туристам с масками и GoPro. Мы встретили одну черепаху, но она была настолько красивая. Я не видела. Я видела до этого черепах на Бали, но вот эта черепаха, она была такая красивая, белая, там с белой кожей, большая, огромная прям просто. И я научилась нырять. Меня научил наш гид. У меня с первого раза, конечно, не получалось, но с третьего раза я прям нырнула, прям дотронулась по земле и выплыла. Это прикольно так научиться новому навыку, которого ты не ожидал научиться в свои 37 лет. Вот. Самое интересное, вот здесь вот дальше уже остров Эйр и Ринджани на Ломбоке. Находится один из высоких гор острова Ломбок. Это не Мальдивы, это остров Гили, Гили-Мена в Индонезии. Просто посмотрите, какой цвет воды. И он не только на видео он даже искажается чуть-чуть. Вживую он насыщеннее, красивее. Я не видела такого красивого пляжа, наверное. Да, на Нуса-Пенизе тоже красивые пляжи, но здесь они такие низкие, нету клифов, и здесь он такой доступный, беленький песочек, и весь остров просто окружен этими пляжами. Красота, красота. Приезжайте, путешествуйте. И каждый раз, когда я открываю новые места, они для меня всегда, я не знала, не ожидала, что будет лучше. Но всегда они лучше, нет, даже не лучше, они другие по эмоции, они всегда новые эмоции, всегда по-другому. И мне кажется, получается, опыт такой именно в путешествиях, он бесценен. Гили-Мено – самый тихий и нетронутый из 3 островов, но кроме белоснежных пляжей и прозрачной воды, здесь есть одно особенное место – Гили-Мено Turtle Sanctuary. Это маленькое волонтерское пространство прямо у пляжа, где спасают морских черепах. Здесь заботятся о крошечных черепашках, тех, кто еще не готов к жизни в океане. Тут просят, чтобы не трогали черепашек, потому что у них до сих пор панцири мягкие и можно повредить черепашек. Вот. А здесь необходимо также оставить пожертвования. Им дают шанс. Вылупившиеся малышей держат в безопасных бассейнах, кормят, следят за здоровьем, а когда они подрастают, их отпускают в открытое море. Мы подошли к бассейну, и сердце просто растаяло. Эти маленькие существа размером с ладошку, такие живые, шустрые, и у каждого своя история. Волонтеры рассказали, что часть черепашек находят ослабленными, некоторые были ранены и выброшены на берег. И в этот момент ты понимаешь, быть туристом – это не только про фото и коктейли, это еще и про уважение к природе. Мы не просто гости, мы часть этого мира. Все очень красиво, но столько мусора в воде. Просто, я не знаю, у меня аж сердце
так вот разорвалось на части. Так много мусора. Да, и во всем виноваты мы, люди. Засоряем, захламляем воду, океан. Ужас. Как и на Трабангане, здесь получается главный транспорт — это лошади, электробайки и велосипеды. На байках, по-моему, это 50 тысяч в день стоит, 50 тысяч это примерно $3. А в одну сторону прокатиться стоит 150 тысяч, это примерно чуть меньше $10 прокатиться на лошадке. Здесь получается главный порт, откуда отъезжают все лодки. Можно увидеть толпу туристов. Но я бы не советовала, прямо останавливаться возле порта, потому что вода, она и грязнейшая. Вода ужасная просто. Сейчас мы попробуем засесть где-нибудь, может перекусить. И поедем. Дальше возвращаемся на остров Трабанган. Еще по дороге мы остановимся также поснорклить. Возле тоже затопленный есть велосипед. Попробуем чуть-чуть дайвануть там внутри. На Аире жизнь течет медленно. Никто никуда не спешит. Велосипеды, босые ноги, кокос в руке. И кажется, даже часы здесь не нужны. Мы гуляли по острову, и каждый уголок будто шептал: «Останься еще на день». И мы решили остаться. Последняя точка снорклинга. Можно увидеть след. Мы поплавали возле велосипеда. Он вообще, 300 метров от нашей гостиницы, как оказалось. Можно будет взять маски и просто самим поснорклить там. Но самая главная новость. Я научилась нырять. С помощью, конечно, гида, но я уже смогу. Но знаете, какая фишка? Да, фридайвинг. Уже, мне кажется, можно начинать. И самый прикол в том, что когда ты ныряешь, у меня начинают закладывать уши, потому что техника неправильная, скорее всего, и паника начинается, потому что ты думаешь, мне сейчас не хватит воздуха, потому что нужно на выдохе заплывать, и за счет этого сложнее находиться под водой, и хочется быстрее вздохнуть и получить воздух в легкие. В общем, я очень рада. Снорклинг-тур на Гиле шикарнейший. Рыб много разнообразных, вода супер прозрачная, просто настолько прозрачная, лучше, чем на Мальдивах. И прям очень доступно рядом. Всем рекомендую приезжать на Гиле. Ваши эмоции от снорклинга? Хорошие. Понравилось? Да. Хочу кругосветные на лодке. Да. Все острова объехали, мало, да? Еще хочу. Быть. Ненасытная нара у нас тут. Все, мы причаливаем к порту. Взяли конный тур по берегу, снимаем просто красивые кадры на лошадях. Смотрите, какой красивый, божественный закат.
It was amazing. What is his name? Loki. Super. Ночная жизнь на Гиле. Улица баров. Тут, наверное, их десятки. А в основном живая музыка. Клуб один. И все остальные просто пляжные бары. Если вы меня слышите, потому что здесь очень громко. It's like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song of only your bellies and the summer feeling. Гили Траванган днем и Гили Траванган ночью – это два совершенных разных мира. Днем это рай для снорклинга, велосипедов и сиесты в гамаках, а вот после захода солнца остров оживает по-другому. Вдоль пляжа загораются фонари, музыка стекается с разных баров и даже воздух становится другим, будто более теплым, свободным, живым. Люди танцуют босиком в песке, кто-то играет на барабанах, кто-то просто лежит на подушках и смотрит на звезды под chill house. И все это без машин, без суеты, только музыка, коктейли и свобода. Гили умеет быть разным, и если тебе хочется не только тишины, но и немного волшебной ночной энергии, Траванган точно тебя удивит. Чтобы вы знали, мы сейчас выселяемся с гостиницы здесь и едем на другой остров. Мы решили продлиться на еще одну ночь. И прям с гостиницы нас забирают на лодочке до острова Гили-Аир на таком спидботе. Thank you. Вот это сервис я называю. Это как типа тачку вызвать? Да, такси. Да, с гостиницы до гостиницы. Мы как на Мальдивах. Передвигаемся только на water-такси. Да. Вот это вот сервис. Все, мы доехали. Ушло у нас где-то 7 минут. И прямо подвезли к выходу гостиницы. О, как там миленько, слушай. Да? Тут можно купаться и снорклить. Да, и снорклить можно. Сейчас я посмотрю на локации. Нет, он не туда привез. Да? Или туда. Все, нас привезли прямо к гостинице, там буквально пройтись пару минут. И здесь такой классный берег. Мне кажется, прям поваляться здесь идеально. И это удовольствие у нас выходит... Ой, блин, что-то вода грязная. Выходит примерно 350 тысяч. Это примерно 10 тысяч тенге, 20 баксов. Считаю, оно того стоит. Но вода что-то вообще нереально грязная. Гили-Аир – это остров, в который ты не влюбляешься с первого взгляда. Он как человек, с которым хочется просто посидеть в тишине, без слов. Здесь нет вечеринок до утра, как на Травангане, и нет такой полной тишины, как на Мэно. Он про баланс. Утром медленный кофе в кафе с видом на Ломбок. Днем снорклинг прямо у берега. Вода бирюзовая, как стекло. Иногда мимо проплывает черепаха, и ты не веришь, что все это правда. Вечером золотой закат, пуфы на песке, тихая музыка и джем-сейшны у костра, а ночью звезды. Гили-Аир – это место для тех, кто хочет отдохнуть от всего. Не от мира, а от шума в голове. Он маленький,
Обойти можно за час. Люди здороваются друг с другом по пути. Никто никуда не спешит. И знаешь, возможно, именно это и есть настоящий отпуск. Без гонки, без планов, без фома. Только ты, море и тихая радость внутри. Нет, нет. Обычный транспорт на гиле. Все, see you. Чем вам не островная жизнь? Гили Аир. Я его вначале называла Эйр. Это третий остров, ближе к Ломбоку. Мы здесь уже сутки, и он настолько спокойный, такой маленький, что весь остров можно обойти за буквально 1,5 часа. И здесь я могу сказать, здесь прям это островная жизнь. Маленький остров, все знают друг друга, все получаются знакомы и так далее. Но и на этом острове много стройки идет, прям очень много. Можно увидеть новые какие-то заведения интересные на берегу. И в чем прикол? То, что везде можно пройтись по берегу. То есть по периметру острова можно пройтись по берегу. И это очень круто. Например, наша гостиница находится в 2 минутах примерно от берега. И можно увидеть вот такой вот вид шикарнейший, с красивейшей водой. И прям вот здесь есть точка для снорклинга, называется Turtle Point. И оно не просто так называется, потому что я вчера сама была свидетелем, увидела 2 черепах. И это так прикольно, что сделаешь шаг, ты увидишь просто черепах. Большое количество гестхаусов, таких деревянных домиков под гостиницы разного формата, от супер бюджетного до супер лакшери гостиниц. Здесь нету таковых мировых сетей, но тоже есть своего определенного рода градация разных уровней гостиниц. Так, что можно посмотреть отсюда? Можно доехать посмотреть на Мант, до Паданг-Бэй доехать, до Лимбангана через Санур. Можно также заехать в Нуса-Пениду. Вот это все острова, они как бы связаны между собой неплохо. Все предоставляют либо спидботы, это быстрые скоростные лодки, на которых можно добраться условно отсюда до Ломбока всего за 10 минут. Либо ждать общественный транспорт, он стоит какие-то, по-моему, 20 тысяч, 85 тысяч на человека. Мы, посчитав, посмотрели, когда мы ехали сюда, что у нас примерно так и выйдет, если мы возьмем общественным транспортом, либо возьмем приватную лодку. Поэтому мы взяли приватную лодку, доехали очень быстро, и это оказалось очень близким местом. Также, конечно, если у вас есть возможность, не берите с собой большие чемоданы, потому что здесь тяжело именно с транспортом. Вам таскать с собой чемоданчики будет сложно, поэтому легче, наверное, не все помещаются в эти лошадиные, так скажем, упряжки. Поэтому можно лучше всего взять а-ля рюкзака, ручной клади, и это легче всего. Вот в таком вот формате. Это общественный транспорт, платный. Примерно стоит 9-10 баксов доехать до любой точки на Гиле.
Я считаю, что это очень хорошие деньги для такого маленького острова, потому что максимально вы доедете за 10-15 минут. Очень близко. Как я уже сказала, здесь большое количество, вот это местные дома, которые мы проходим. Также строится очень много гестхаусов, гостиниц. Вот таким вот образом живут местные люди. В Ломбоке большое количество мусульман. И здесь покрытых женщин тоже много. И просто в такую жару, я сейчас иду, у меня, наверное, 10-й пот сходит, а они все вот так вот покрытые в платках. Это очень сложно и тяжело. Ну что, Тахмина, пока мы не дошли до центральной улицы, расскажи свои впечатления о острове. Отдохнули. Хоть и Бали как бы остров для отдыха, а у нас он связан с работой. Соответственно, выдохнуть там морально не получается. Выдохнуть морально есть как раз? Да. Вот. Поэтому нам надо уезжать с острова на Пасфазе. Тупиться надо. Нам надо уезжать с острова для того, чтобы морально отдыхать. Это, наверное, какой-то нонсенс, но реалии жизни. Это в лучших манерах Европы выставлять. Здесь, получается, вилла стоит 6 миллиардов. Тысяч, это примерно 300 тысяч долларов. Вот. Сейчас я еще точно переведу на вилла Травангань. Вилла на Гиле Травангане 3,5 биллиона. Миллиарда, точнее. 3 bedroom. Вот это идет 150 тысяч. Вот это очень хорошенькое, 2,5. 3,200. Я сейчас точно пересчитаю и потом укажу. Здесь получается полностью резорт 39 миллионов. А здесь миллиардов, точнее. А это у нас комплекс вилл на Травангане 13 миллионов. Да. Я правильно посчитала. Выходит комплекс вилл 13 миллиардов индонезийских рупий. Это в пересчете 800 тысяч долларов местные. 800 тысяч долларов в долларах. Ну, я считаю, это так немало, не дешево. Но я думаю, что бывает и дороже, конечно, такие разные центры ретрита. Но это, я считаю, очень, очень большая сумма. Ну, можно поизучать. У кого есть деньги, welcome, бизнесы здесь продаются. Но насколько успешно, я не знаю, потому что много мест пустуют. Я представляю, что происходило здесь во время ковида, что, наверное, было очень, очень печально и грустно. Но многие заведения, они на самом деле пустуют. А только где вот на побережье побольше людей. Вот цены на лодках, как добраться до Матарама в Ломбоке, до аэропорта 200 тысяч, до Куты тоже 200 тысяч в Ломбоке. Есть Паданг-Бэй 250 тысяч, до Денпасара 300 тысяч. Уже начался дождик на Гиле Аир. И на этом наше путешествие заканчивается. Мы сейчас выезжаем на Бали. Эти 4 дня прошли безупречно. Могу пожелать всем отдохнуть на острове Гили, на островах, точнее, Гили, Мено и Аир и Траванган. Поэтому жду вас в своем блоге. Подписывайтесь, ставьте лайки и все остальное. Ну что, мы садимся на лодку, потом мы доезжаем до острова Траванган, и оттуда по ходу мы пересядем на большую лодку этой же сети, которая называется Экаджая. Лодка выглядит вот таким образом. Короче, нам дают такую карточку, по которой мы доезжаем. У нас это проходной билет на нашу следующую лодку, на большую. Да, мы сейчас пересядем.
3 острова такие разные, и каждый по-своему особенный. Каждый остров как отдельный ритм, и ты просто выбираешь, под какой хочется жить сегодня. Но есть то, что их объединяет. Здесь нет машин, нет спешки, нет напряжения, только море, ветер, солнце и ощущение, что ты снова на связи с собой. Если ты ищешь не просто красивое место, а чувство, возможно, Гили – это именно то, что тебе нужно. Спасибо за то, что были в этом путешествии со мной. Не забудь поставить лайк, подписаться и рассказать в комментариях, какой остров ты бы выбрал. До встречи в следующем выпуске, и пусть ваше путешествие будет таким же настоящим, как эти острова.